Знакомьтесь, это Хельга и Геральт. Сегодня они планируют очистить от сорняков грядки моркови, полить картофель и собрать урожай капусты. Они давно привыкли питаться экологически чистыми продуктами из своего собственного огорода. Ведь несмотря на то, что живут они в самом центре мегаполиса, он находится просто под окнами их квартиры. Это городские власти пошли им навстречу и выделили небольшой участок земли. А то, что это территория кладбища, вообще никого не смущает. Добро пожаловать в Берлин. Это жизнь других. Берлин называют самым нетипичным немецким городом. При этом он является столицей страны. Он сочетает в себе немецкую чопорность и развязную ночную жизнь. Здесь даже у разных районов разная история. Это означает, что и разные жизни у их жителей. Давайте же сегодня это все и узнаем. Если бы я родилась в Берлине, то, возможно, жила бы в частном доме в семье Сони и Бориса. Тогда я была бы фрилансером и работала у себя дома, сидя у камина. А мой сын ездил бы в школу на одноколесном велосипеде. Просто потому что так веселее. А может, я была бы женой трубочиста Алана. У него была бы одна из самых старых, но и самых уважаемых профессий в Берлине. Тогда я бы каждый день чистила его красивый традиционный костюм и все время переживала, чтобы он не свалился с крыши. Или меня бы звали Мирель. И тогда я жила бы вместе со своей дочкой в небольшой и уютной квартирке, любезно предоставленной государством за то, что я мать-одиночка. Но независимо от семьи, я бы наверняка появилась на свет в одной из самых больших государственных больниц страны – клинике Шарите. Кажется, что фасад этого огромного здания – само воплощение немецкой сухости и чопорности. Однако условия внутри родильного отделения не хуже, а то и лучше любой частной клиники в любой другой стране. Мало того, даже здесь, в Берлине, именно государственный роддом считается самым лучшим по качеству обслуживания. В нашей клинике самый большой спектр медицинской помощи при родах разной сложности. Если в другой больнице помочь не могут, то женщину обязательно направляют к нам. Ведь у нас лучшие врачи и лучшее оборудование. За год у нас рождается по 5000 детей. И, кстати, абсолютно все близнецы, которые появляются на свет в Берлине. Если роды прошли хорошо, то женщину могут выписать уже через 4 часа. Ну, если бы здесь рожала я, то, честное слово, осталось бы на несколько дней. Идеальная чистота, идеальное питание, идеальный уход за роженицей. Но самое главное, что В Германии все роды покрываются медицинской страховкой. Сколько бы женщина ни находилась после родов, какие бы, не дай бог, не были бы осложнения, еда, палата, медицинское обслуживание – все это на плечах страховых компаний. Женщина ни за что не платит. Представляете, боже мой, какая красота. Приходишь и вообще ни о чем не думаешь. о деньгах берлинцы не думают и когда отдают своего чада в школу. То есть, когда тому исполняется 6 лет. Ведь здесь не только школьное образование бесплатное, что само собой разумеется, но и все, что с образованием связано. У нас созданы все условия для того, чтобы ребенок учился. Книги, тетради, обеды, проезд на всех видах городского транспорта для школьников не стоит ни копейки. Все это финансируется государством. Более того, собирать деньги на шторы, окна или ремонт школьной администрации запрещено законом. В удивительной стране Германии все наоборот. Учиться здесь, как вы уже знаете, целиком и полностью бесплатно. Но вот если ты учиться не хочешь, то будь добр, плати.
Прогулы в школах в Германии категорически запрещены. Но если вдруг такое случилось, то ребенку грозит не только выговор или плохая оценка, но и штраф до 2500 евро. Вы представляете? Господи, мои родители бы разорились, честное слово. Идем все узнаем. Оплачивать эти штрафы, как и следить за посещениями, естественно, должны родители. Конечно, если ребенок заболел и врач выписал справку, то никаких проблем не будет. Но если уважительной причины нет, то действительно можно обеднеть на несколько тысяч евро. Больше всего прогулов происходит перед каникулами. Ведь авиакомпании знают о запрете на прогулы, поэтому на эти даты взвинчивают цены на билеты. А родители, следовательно, хотят улететь отдыхать на день-два раньше. В эти дни в аэропортах и на вокзалах полицейские целенаправленно высматривают семьи с детьми. И если у родителей нет разрешения, подписанного директором школы, то им выписывают денежный штраф. Но это в Берлине. В других регионах Германии за много прогулов родители могут даже в тюрьму посадить. В школе немцы учатся до 19 лет. А когда ребенку исполняется 18, то он должен платить за себя сам. А если не платит, то может даже отправиться на исправительные работы. Но это крайне редкие случаи. Ведь местные дети все-таки любят ходить в школу. А вот почему, я решила спросить у маленьких берлинцев лично. А вы списываете, если вдруг какая-то контрольная, друг у друга так сидите рядом, раз так вот смотрел и написал правильно? Нет. Да. Вот, видишь, говорит, нет. Просто ты, может быть, ты отличник? Да. А, ну тогда все. Это правда, что вы в 4 классе вы должны были уже сдать экзамен для вождения на велосипеде? Да. И вы можете ездить прямо по проезжей части на дорогах. Вы все знаете, как нужно ездить, да? Да. И сами можете ездить без родителей? Да, нам выдали специальные права велосипедиста, как у взрослых. Кем бы вам хотелось быть, когда вырастете? Мне футболистом, а мне ветеринаром. Ну, супер, слушай. Я хотела быть всегда балериной. Да, смешно, да? Да, но я любила много кушать, вкусно. И поэтому стала телеведущей. Им можно. Планируя свое будущее после окончания школы, берлинцы совсем не считают обязательным поступить в университет и получить высшее образование, которое здесь, кстати, тоже полностью бесплатно. Но просто устроиться на работу с хорошей зарплатой сразу после школы нельзя. В любом случае придется заканчивать профессиональное училище, а уже потом идти работать. Будь я на их месте, выбрала бы что-нибудь, где нужно много ходить. Ну, стала бы, например, трубочистом, как мой друг Алан. Ой, Господи. Ну, идем, слушай. Это каждый день ты так поднимаешься? Это же можно с ума сойти. Почему нет лифта? Ой, ну давай, еще? Все, крыша уже. Не подумайте, это не персонаж из сказки Андерсона или актер из местного драмтеатра. Это абсолютно современная профессия с современной зарплатой. Трубочист с опытом получает 3,5-4 тысячи евро в месяц. Слушай, я не знаю, что это за профессия, но уже это очень сложно. Так, ну класс, ну дальше что? Дальше ты залез на крышу. А дальше лезу еще выше. Поднимаюсь на дымоход и вот этим девайсом проверяю, ничего ли не забилось. У тебя такая нечистая работа и такая красивая одежда. Почему? Это дань традициям, ни больше, ни меньше. Наша работа во многом изменилась, но эта одежда нам просто нравится. Ты сама сказала, она красивая. Все равно вот я не могу понять. 21 век на Земле, понимаешь? И вот тут стоит такой сказочный персонаж, и до сих пор твоя профессия еще востребована. Ну как это так? На дворе 21 век, а мы стоим на доме прошлого века. И таких в моем районе 80%. Кроме того, мы, трубочисты, следим не только за старыми. Несмотря на нашу одежду, мы отвечаем за работоспособность и всех современных систем отопления.
Сейчас по всей Германии работает около 20 тысяч трубочистов. Вот у вас прям опасная работа. Один, знаешь, неправильный шаг, и все, и ты чики-пики. Конечно, к сожалению, бывают случаи. Один раз даже я сам свалился с крыши и повредил спину, но, слава богу, наши врачи поставили меня на ноги. Ну, вообще, хочу тебе сказать, что крыша, правда, очень опасна. Мне даже страшно становиться туда. А какие еще сложности есть в вашей работе? Бывает, люди сами создают проблемы, не хотят пускать нас к себе в квартиру, хотя по закону они обязаны. Ведь наша работа связана с безопасностью. Мы следим и за бойлерами, и каминами, и печами, и вентиляцией, и многим другим. Может же быть и какая-то авария, но если не впускают, то мы вынуждены вызывать полицию. На первый взгляд, трубочист – это какая-то удивительная профессия. А оказалось, это просто служба газа и сантехник в одном лице. Хоть и форма, согласитесь, куда симпатичнее и привычной для нас робы, но и вызов такого мастера берлинцу обойдется в 30 евро за полчаса. А вот скажи мне, пожалуйста, как вот для немцев принято, если, предположим, у твоего родственника, у брата там сломается что-то дома, и он тебя пригласит, ты ему бесплатно все починишь, как родственник, или это нормальная работа, то есть нормально, это надо заплатить? Смотря что, если это мелочь, то могу и так. Но большинство работ я по закону не имею права делать бесплатно. Ведь с оплаты идут налоговые отчисления. То есть за серьезную работу нужно все равно будет все заплатить. Родственник ты или абсолютно чужой человек. Ну вот так, это нормально для немцев. Слушай, ну у тебя на самом деле такая романтичная работа. Знаешь, по крышам ходить. Ты же можешь тут свидание делать, знаешь, пикник, какой-то романтический ужин для девушки. Делал когда-нибудь? Может быть, кто-то из твоих коллег такое придумывал? Нет, на крышу нельзя, это запрещено. Но мы же и по квартирам ходим, а там мы считаем, что в гостях, а значит, нет никаких запретов. И бывает, попадаются красивые хозяйки, ну ты понимаешь. Серьезно? Ой, такие истории я слышала много. Знаешь, когда женщина вызывает сантехника, а потом раз и любовь. Больше всего в истории трубочиста меня почему-то зацепила фраза о том, как он упал с крыши, но его быстро поставили на ноги. После этого хочется еще более подробно взглянуть на местную медицину. Но так как в государственной клинике я уже была, теперь хочется посмотреть, как же выглядят частные. Для этого я пришла в один диагностический центр, где человека могут обследовать настолько подробно, что кажется, никакое МРТ, КТ, УСД и любые другие аббревиатуры на это не способны. Смотрите сами, насколько детально можно разглядеть каждый орган. Да уж, мимо такого оборудования никакая хворь не проскочит. Уникальность нашего центра в том, что мы обследуем организм человека полностью. Проще говоря, смотрим вообще все. Каждый орган и каждую систему, и, конечно же, то, как они взаимосвязаны. И уже на основе этого ставим диагноз. Как часто вы можете ошибаться в правильности диагноза, или это невозможно? Возможно, но крайне редко. Ведь диагносты чаще всего ошибаются, просто потому, что у них недостаточно информации. Нет того или иного анализа или исследования, поэтому у нас в клинике мы собираем вообще все возможные данные. В ваш диагностический центр приходят люди тогда, когда уже им все отказали или не могут поставить диагноз, тогда они приходят к вам уже за точным ответом или как? По-разному. Недавно пришла женщина с жалобами на высокое давление. Мы обследовали ее и нашли причину в микроскопическом уплотнении над почкой. До нас этого никто выявить не мог. А другой мужчина прошел обследование, потому что его жена не смогла прийти, и оказалось, что у него рак на ранней стадии. Об этом бы он тоже никак иначе не узнал. А сколько будет стоить полностью диагностика тела? Чаще всего к нам приходят по страховке, но если без нее, то полное обследование будет стоить около 3000 евро.
Ничего себе, я вам скажу, расценки. С другой стороны, высокий уровень медицины и стоить должен соответственно. А денег на здоровье берлинцы точно не жалеют. Кроме того, немало вкладывают они и в то, от чего это здоровье зависит. Я имею в виду окружающую среду. Так сказать, в здоровом теле здоровый дух и чистый город вокруг. Жители немецкой столицы действительно уделяют этому вопросу очень много внимания. На улицах здесь редко увидишь не то что выброшенный мусорный пакет, здесь сложно найти даже окурок, ведь сорить это крайне невыгодно. За выброшенные мимо урны сигарету или даже жвачку нарушитель заплатит штраф до 120 евро. А если любимый питомец оставил кучку в парке или сквере, то его владелец может выложить 1500 евро за нарушение общественного порядка. А парки и вообще любые зеленые зоны для местных – это святое. Ведь, как говорят они сами, город должен дышать. Сейчас Берлин достаточно плотно застроен, поэтому любой освободившийся земельный участок в черте города мы в первую очередь стараемся озеленить. Сделать из него парк, сквер или даже отдать под огород. Из гостиницы в аэропорт нашу команду везет Киви Такси. Это надежный и комфортный способ добраться из аэропорта в отель и обратно. Оплатить трансфер можно заранее на сайте. И вас встретит водитель с табличкой, который поможет с багажом. Причем сервис работает в 98 странах. Если берлинец вдруг захочет заняться сельским хозяйством, посадить у себя на огороде капусточку, помидорчик, огурчики, то, пожалуйста, он может это сделать прямо в центре города. Но есть один такой маленький нюансик, малюсенький. Дело в том, что это кладбище. Да-да, вы не ослышались, это кладбище, и находится оно практически в центре города. Надгробные плиты, которые были на месте этого огородика, аккуратно убраны в сторонку, и теперь тут растет капуста, свекла и картофель. А посадили их здесь жители соседних домов. Большинство кладбищ в Берлине уже просто не востребованы, ведь в основном люди предпочитают кремацию. Поэтому просто в центре города освобождаются большие земельные участки. Так почему бы их не использовать? Берлинцы с удовольствием выращивают экологически чистые продукты просто возле дома. Жители домов по соседству вместе следят за огородами, они же и собирают урожай. Каждый берет кому сколько нужно. А если там что-то осталось, то это собираем мы и подаем здесь в кафе при входе на кладбище. И преимущества в жизни рядом с кладбищем на этом не заканчиваются. Местные считают, что иметь квартиру с окнами, которые на него выходят, это очень удобно. Почему так? Я спросила лично у хозяйки одной из таких квартир. Мирель живет в небольшой двушке вместе со своей дочкой школьного возраста. Мирель, ты мне, конечно, извини, но я вышла на твой балкон, я увидела кладбище. Да, так и есть. Отличное место, правда? Я обожаю эту квартиру. Во-первых, у тебя окна с видом на парк. А во-вторых, здесь всегда тишина и спокойствие. В центре города, кроме как возле кладбища, ты такого жилья не найдешь. Я, видишь, заикаюсь. Ты там гуляла с детьми, когда они были маленькие, с колясочкой? Ну, конечно, гуляла. Это же как парк. Не понимаю, почему ты так удивляешься. Ну, окей, парк, но там могилы. Ну и что? Извини, конечно, но мы же им не мешаем. Я поняла. То есть, и, в принципе, такое соседство с кладбищем как-то влияет на ценовую политику аренды квартир? Не особо, но при выборе жилья это играет роль. Больше влияет, например, наличие балкона. Если он есть, то квартира заметно дороже. Но если ты этого не хочешь, то хозяин жилья может просто не делать на него выход и сдать тебе его дешевле. То есть вместо двери на балкон у тебя будет просто окно. Но меня это не касается. Эту квартиру я арендую государство. Это вроде как социальное жилье, так как я живу без мужа с ребенком, и мой доход ниже определенного уровня, я имею право ее снимать. Если в соседних домах точно такая же будет стоить 1500 евро в месяц, то это мне обходится в 500 евро, включая коммунальные.
То есть меньше. А если вдруг ты найдешь работу какую-то и твой доход вырастет, то тебе скажут, извините, идите в соседний дорогой дом? Нет, конечно, не выселят. Никто каждый год не перепроверяет, какой там у меня доход. Проблемы могут быть только, если я вообще платить не буду. Так, с этим ясно. Но Мирель довольно интересная собеседница. Даже уходить не хочется. Да и мне, честно говоря, интересно не только кладбище и бытовуха. Я хотела, знаешь, что у тебя спросить? Вот ты женщина не замужем, да? А где немецкие женщины знакомятся с мужчинами? Берлин называют городом одиночек, так что везде. В баре, в интернете, на улице. Еще я хожу в ночные клубы. Там тоже знакомятся. Мне бросилось в глаза, что немецкие женщины вообще не обращают внимания на то, как они выглядят. Они одеваются, главное, удобно, завязала хвостик, вообще не красится и пошла. Так это или нет? Да, ты правильно подметила. Если ты видишь напомаженную девушку на каблуках, это наверняка иностранка. Нет, ну хорошо, ну а как тогда немецкие женщины знакомятся с мужчинами? На что мужчина обращает внимание? Вот как тогда? Они все одинокие, получаются? Слушай, понятно, что каждый хочет себе жену-красотку. Но выбора-то у них не остается. Приходится быть непритязательными. Это так же, как и с квартирой. Все хотят жить возле кладбища, но таких квартир на всех не хватает. Кстати, возвращаясь к теме квартиры Мирель, не знаю, уж заметили вы или нет, но живет она в обычной, отлично нам знакомой хрущевке. Просто выглядит дом так, что если бы об этом не знать заранее, то никогда не догадаешься. 5 лет назад этот дом полностью отремонтировали. Меняли окна, все коммуникации, сделали утепление и отопление. Сейчас он отвечает всем современным нормам, поэтому я бы эту квартиру ни на что не променяла. В восточной части города целые районы с до боли знакомыми пейзажами. И да, здесь все эти дома считаются очень теплыми и комфортными. А еще, как видите, их разрисовали. Рисовать на фасадах или стенах домов – это вообще отдельная культура, которая зародилась в Берлине еще несколько десятков лет назад и стала, не побоюсь этого слова, отдельным видом искусства. Долгое время после войны Берлин стоял в разрухе. Множество домов были наполовину разрушены, а их обвалившиеся стены ужасно портили лицо города. Отстраивать все и сразу, конечно же, денег не было, зато аренда в таких домах была очень дешевой. Поэтому в Берлине поселилось очень много молодых художников, которые решили украсить свои обвалившиеся стены. Сначала простыми рисунками, а со временем и настоящими картинами. Такие изображения называются муралы, а художники – муральщиками. И сейчас в столице Германии это довольно распространенная профессия. Владельцы домов, бывает, даже в очереди стоят, пока знаменитый муральщик освободится и что-нибудь изобразит у них на стене. И когда я шла на встречу с одним из них, то, признаться, ожидала увидеть какого-то шального художника не от мира сего, заляпанного краской с головы до ног. А на деле меня встретила симпатичная девушка с идеальной прической и маникюром, которая только закончила одно из своих произведений. Сколько времени у тебя занимает вот такую картину нарисовать? Над этой картиной я работала 5 дней. Но если бы не дождь, то справилась бы быстрее. Уличное искусство, оно быстрое. Быстро делается и недолго живет. Обычно мурал стоит не больше 5 лет. Как это можно за 5 дней нарисовать? Ты мне объясни, вот посередине, вот как ты его достаешь? Ты на люльке на какой-то спускаешься? Да, на специальном подъемнике. Ты эту машину как-то заказываешь, платишь за нее как... Платит тот, кто заказывает картину. Этот подъемник, кстати, это самая дорогая часть бюджета на такую работу. Например, здесь на его аренду потратили 2500 евро. Как жильцы дома относятся к тому, что вот на их доме будет нарисован тот или иной рисунок? Вы уж извините, что я говорю рисовать, а не писать, как принято у художников. Ну, во-первых, я просто, честно говоря, не знаю, как говорят муральщики. А во-вторых, словосочетание «писать на стенах»
никак у меня не ассоциируется с картинами. Берлинцы всегда рады, когда у них на доме кто-то рисует. Я, например, когда работала над этой картиной, ко мне выходили несколько жильцов, угощали меня чаем и пирогами. Муралисты, они зарабатывают на таких рисунках или у них какой-то есть другой заработок? И то, и другое. За одну такую картину я возьму примерно 7000 евро. Но муралисты очень часто работают бесплатно. А зарабатывают на других вещах. Распечатывают постеры, фотографии или открытки со своими картинами и тоже их продают. А еще я читаю лекции для студентов, которые интересуются уличным искусством. К обустройству своего города берлинцы действительно относятся основательно и повсеместно стараются сделать его чище, красивее и удобнее. Поэтому в местных университетах не только лекции по современному искусству читают, но уже много лет планируют строить город будущего. Например, обычная проезжая часть на обычной Берлинской улице через несколько десятков лет будет выглядеть вот так. Через 20-30 лет бензиновых машин в Берлине не останется вообще. Дождевая вода будет мгновенно очищаться, и ее можно будет пить, а большинство проспектов превратятся в зеленые зоны или парки. Благодаря нашим технологиям орошения и разработкам новой почвы, деревья в городских условиях будут расти быстрее, чем растут сейчас. Поэтому Берлин будет куда более зеленый. Но все наши разработки направлены на улучшение комфорта людей, количество которых будет только расти. Как это часто бывает, местные гении заняты серьезными городскими проблемами, но при этом мимо их внимания проходят простые жизненные заботы. Ведь, как мне рассказали местные, за последнее время население города выросло настолько, что уже банально не хватает детских садов. Если лет 15 назад с этим не было никаких проблем, то сейчас, чтобы отдать ребенка в сад, нужно пройти 9 кругов бюрократии. Заниматься поиском детского сада лучше сразу после рождения ребенка. Для этого надо отнести справку в специальную организацию, где указано, сколько часов в день ты работаешь. На основании этого тебе говорят, на сколько времени ты имеешь право оставлять ребенка в саду. Дальше ты рассылаешь запрос в несколько десятков детсадов в надежде, что где-то будет место. А потом повторяешь это каждый месяц, чтобы все знали, что ты до сих пор претендуешь на место. На деле же его можно ждать годами и так и не дождаться. Видимо, есть доля правды в том, что Берлин называют городом свободы, а иногда и свободных отношений. Однако большинство местных все же предпочитают традиционную семью. Но вот как немцы строят отношения уже внутри семьи, это отдельный вопрос. Его я решила задать Соне и Борису, которые живут в счастливом браке уже много лет и воспитывают 2 детей. Однако на первый же мой вопрос Соня отреагировала как на хорошую шутку. А вы романтичные, дарите друг другу подарки, приглашаете на свидание, несмотря на то, что вы уже живете давно. Вообще немцы, они романтичные или все-таки они прагматики? Ну, цветы дарите жене или нет? Соня скажет, что не дарю, но на самом деле дарил, просто это было давно, и количество букетов можно пересчитать на пальцах одной руки. Но я ведь тоже не требую подарков, поэтому считаю, что у нас все честно. Ну, а на день рождения дарите друг другу подарок? Раньше дарили, теперь нет. Сейчас договорились, что лучше мы на эти деньги ремонт в доме сделаем или еще что-то полезное. Но детям, конечно, дарим. Да, им не подари, это точно. А скажите, мне интересно, как вот у вас в семье финансирование происходит? У вас каждый по себе или вы все-таки свои зарплаты как бы складываете вместе и вместе их тратите там на еду, на квартплату, на отдых или каждый отдельно у вас? У нас общий бюджет. Но у нас нетипичная семья. Это скорее исключение. У нас есть друзья, они уже 30 лет как семейная пара. Так у них раздельные бюджеты. И на еду, и на развлечения, и на отпуск в том числе. Это то есть как? То есть один едет в 5 звезд там в Испанию, а другой в 3 звезды Египет? Как? Да, именно так. Если один из них не смог заработать денег, то он вообще никуда не едет. Пока муж отдыхает, жена сидит дома или наоборот.
И это не считается, плохая семья, да? Это считается нормальные отношения. Да, абсолютно нормальное. Но, как я уже говорил, конкретно у нас все иначе. Каждый сам в своей семье решает. Это же не закон. Типичная немецкая семья – это внимательные и четкие просчеты бюджета. Точное планирование будущих трат и вложений. Одним словом, пристальное внимание к каждой копейке. Знаю я, что немцы очень тоже четкие, то есть для них правила – это закон. А вот часто ли у вас происходят какие-то с соседями недоразумения? Там неправильно припарковался, громко включил музыку, собака лает, дети кричат. И вот жалобы друг на друга у вас часто происходят? Опять же, мы ни разу полицию не вызывали, но мы – это не показатель. По этому поводу тоже есть одна история. Одна моя знакомая живет в многоквартирном доме. И как-то она гуляла на вечеринке у своих соседей. Громкая музыка, много людей, шум, веселье, в общем, все как полагается. Домой она ушла около 9 вечера, когда вечеринка еще продолжалась. А ровно в 10 она позвонила в полицию и пожаловалась на то, что у соседей громко играет музыка. Потому что шуметь после 10 запрещено законом. Соня и Борис и так рассказали мне достаточно много интересного. Но есть еще одна тема, о которой хочется узнать. Скажите, медицинская страховка, она у вас есть на всю семью? Она покрывает все медицинские расходы или вам за что-то надо отдельно платить? Покрывает практически все. Но у нас разные виды страховки. У меня она частная, так как я госслужащая, а у мужа государственная. Но он тоже платит за нее сам. Причем каждый месяц по-разному. Это зависит от того, сколько он заработал. Но эта сумма точно не может превышать 790 евро. Но вообще немецкое медицинское обслуживание считается одним из лучших. Вы ощущаете, что у вас высокий уровень медицинского обслуживания? Конечно, ощущаем. Важно, что наши государственные больницы практически не уступают частным. Но в некоторых частных клиниках уровень, конечно, просто космический. Решает практически любую проблему. Оно и не удивительно, ведь к решению любых проблем местные относятся со знаменитым немецким спокойствием и сдержанностью. В первую очередь немец думает, как решить вопрос самостоятельно. И из-за каждой мелочи он не будет впадать в депрессию и бежать к психологу. Однако это если дело касается вопросов человеческих. Я хозяйка 3 собак. И я прекрасно знаю, что если что-то у них заболит, нужно идти к ветеринару. Каждый месяц мы ходим в салон, чтобы их стригли и делали им красоту. Если, не дай бог, ночью что-то случится, скорая помощь собачья тоже работает. А в Берлине, помимо вот этих специалистов, собак еще водят и к собачьему психологу. Объясните мне, зачем собаке психолог? Я очень хочу это узнать, потому что, может быть, моим собакам нужен психолог, может, мне нужен психолог. Может, уже всем нам нужен психолог. Я уж не знаю, надо сейчас все узнать. Профессия зоопсихолога в последнее время все больше и больше набирает популярности. К таким специалистам сейчас обращается каждый 3-й владелец четвероногого друга, выкладывая за это 50 евро за час. Андрей, скажи мне, что это за профессия такая психолог для собак? Ну вот объясни мне, как это? Это совсем не то же самое, что психолог для человека. Мы не садим собаку в кресло, а она не рассказывает нам о своих жизненных проблемах. Наша задача — наладить ее общение с человеком. Научить собаку правильно себя вести в обществе, проще говоря, быть воспитанной. Ну, слушай, честно говоря, это так интересно. У меня вообще 3 собаки. И ты понимаешь, я для того, чтобы поговорить с ними, ну, я все понимаю, они хотят кушать, они хотят играть. То есть что нужно еще понимать? Что, она же не грустит, у нее же нет депрессии, у нее же не болит голова. Депрессия у собак проявляется совершенно иначе. Когда пес грызет мебель или ходит в тапочки, это и есть собачья депрессия. Моя задача как раз найти и устранить причину этого. Однако, бывает, мы даем и вполне человеческие рекомендации. Собака одной моей подруги была уже очень старая и, можно так сказать, доживала последние дни. Подруга уже хотела завести 2-ю собаку, но зоопсихолог не рекомендовал ей этого делать, так как первому песику будет морально тяжело видеть, как хозяйка уже нашла ему молодую замену.
То есть, ну, в принципе, получается, что психолог – это совмещенный такой дрессировщик, плюс лечишь депрессию собачью, правильно? Да? Нет же, дрессировщик – это тот, кто просто показывает собаке, как выполнять набор заученных команд. А психолог дает понимание того, как надо себя вести. Мы делаем так, чтобы хозяину не пришлось краснеть за своего питомца. Ведь у собак, как и у людей, не бывает плохого характера. Бывает плохое воспитание. Вот вам совет психолога. Не мои слова, кстати. Как видите, этикет для немцев не пустое слово. В обществе нужно всегда держать себя в руках, вести себя прилично и сдержанно. Правила приличия в прямом смысле должна знать каждая собака. Не дай бог чего лишнего не гавкнуть. И я бы уже готова поверить во все стереотипы о сухости и даже скучности немецкого характера, если бы сам Берлин не сказал мне одно «но». Днем все нормальные берлинцы ходят на работу, ну, как все люди. Офис, разносят почту, овощная база, таксисты, учителя, ну, как все нормальные люди. Ну, а вечером нормальный берлинец обожает посещать сарай. Сидеть с друзьями у костра, гулять по подворотням. И вообще максимально ярко проводить ночную жизнь, потому что... В Берлине сараи, подворотни и костры – это все ночные клубы. Большие ночные клубы – это целый комплекс, где есть и ресторан, и внутренний двор с разными декорациями, и бар, и, конечно же, танцпол. Спросите, что я здесь делаю? Дело в том, что Берлин считается клубной столицей не только Германии, но и всей Европы. Сейчас здесь действует около 300 ночных клубов, десяток из которых имеют оборот более 2 миллионов евро в год. Это, конечно, не нефтяные скважины, но немалая статья прибыли для казны города. Для местных посещать такие заведения – это такая же нормальная культура, как и ходить в кино или театр. В ночном клубе можно встретить кого угодно, от студента-ботаника до бабушки пенсионного возраста. Я считаю, что ночные клубы отлично разнообразят досуг горожан. Ведь это что-то совсем другое. Там можно расслабиться, оттянуться и потанцевать. Я и сам иногда захаживаю, но у меня есть друзья, которые проводят там все выходные напролет. Ведь многие крупные клубы в субботу и воскресенье работают круглосуточно. Ночные клубы есть в Париже, в Амстердаме, в Америке, в Нью-Йорке. Но когда речь заходит про Берлин, все говорят: вау, там самые лучшие ночные клубы. Объясните мне, почему? Потому что это один из тех городов, где вообще родилась эта культура. Когда стена пала, Берлин стал символом свободы, а ночные клубы – это как раз те заведения, где люди чувствуют себя свободными. Скажите мне, почему модный клуб должен выглядеть как заброшенный сарай? Потому что за пределами клуба все выглядит идеально. Идеальные дороги, идеальные тротуары, красивые дома. Это прозвучит странно, но людям надо отдохнуть от этого, сменить картинку. Поэтому у многих клубов похожий интерьер. Для того, чтобы открыть модное заведение в Берлине, надо много сделать вложений. Очень много. Точные цифры я тебе не скажу, но это десятки, а иногда и сотни тысяч евро. Но зато, если ты открыл новый бизнес, то пока ты не выйдешь в ноль, то ты налоги вообще не платишь. Правда, когда пойдет прибыль, они могут достигать и 42%. Но знаешь, что я еще заметила? Что ваши посетители не только молодежь, как в принципе считается, что ночной клуб для молодежи, а у вас есть люди и после 40, после 45. Почему они приходят? Что они тут делают? Да, здесь вообще нет никакого ограничения по возрасту. К нам часто приходят и молодежь, и среднего возраста, и пенсионеры. Они сюда тянутся, потому что здесь они чувствуют себя свободными. А ведь желание быть свободным не зависит от возраста. В этом и заключается секрет ночных клубов. Дома ты бабушка, которая вяжет внукам носочки, а в ночном клубе молодая звезда танцпола. Почему нет? Ну, конечно, правильно. Жизнь же не ограничивается на до и после. Знаешь, что это тогда можно, сейчас нельзя. Это очень классно.
Но при всем при этом надо понимать, что люди в возрасте здесь совершенно разные. Ведь Берлин долгое время был городом, который находился в двух совершенно разных странах. А значит, его жители имели разные ценности, разный досуг и развлечения разные. И пока пенсионеры западного Берлина вовсю отрываются на дискотеках, пенсионеры восточной части города собираются в обыкновенном доме культуры, чтобы хором петь старые песни. Вы давно на пенсии? Уже 20 лет. Я вышла, когда мне было 60. Но сейчас выходит в 65 или 67, смотря в каком году ты родился. А скажите, здесь вы собираетесь именно как для души? Да, это, можно сказать, клуб по интересам. Этому хору уже 46 лет. А чем вы раньше занимались до пенсии? Я работала и переводчиком, и учителем, и секретарем. Но это все было до объединения Германии. Ну, у вас такая насыщенная, большая жизнь. А скажите, вообще, вот как живут пенсионеры в Германии, в Берлине? Есть много клубов, похожих на этот. Рисование, рукоделие, танцы. При желании каждый может себе найти занятия, чтобы не сидеть дома. Вы знаете, я очень много путешествую, и я часто встречаю в разных странах группы людей-пенсионеров, и, как правило, очень часто они из Германии. То есть вот немецкие пенсионеры очень много путешествуют. Почему именно вот немецкие пенсионеры? В основном это потому, что они всю жизнь копили. Не стоит думать, что каждый пенсионер в Германии живет в шоколаде. Ведь минимальная пенсия у нас 800 евро. А, скажем, квартиру в этом районе Берлина можно арендовать за 500. А это считается недорого. Знаешь, раньше было значительно дешевле. В Германии лучше жить до пенсии или на пенсии? Этот город, а с ним и моя жизнь настолько резко и кардинально менялись, что мне довольно сложно ответить на этот вопрос. Раньше было хорошо, но я радовалась одним вещам, а сейчас я нахожу радость в совершенно других и также радуюсь жизни. И знаешь, я думаю, что если ты мне лет через 20 задашь этот же вопрос, то я отвечу то же самое. Что у меня все как было хорошо, так и осталось. Жители Берлина – удивительные люди. С одной стороны, их характер полностью совпадает с нашим представлением о типичных немцев, но с другой – они совершенно другие. Сдержанные, но открытые, порой замкнутые, но веселые, консервативные, но всегда стремятся к переменам. Берлин – город, который постоянно меняется. И каким он будет через год, через 2 года, через 10 лет, мне как гостю сложно предположить. Однако местные жители уже сегодня знают, что через 20 лет Берлин будет Зеленым, стильным, мультинациональным. И самым образованным. Городом без машин и без рекламы. Останется свободным, как и сейчас. Впрочем, сколько бы времени ни прошло, мы все равно будем строить собственные стереотипы о немецком характере. Но будьте уверены, что именно берлинцы разрушат все стереотипы о жизни других. Разрушат, как Берлинскую стену.